Еще раз всем привет. Рассматривали в прошлом видео информацию про криптовалюту Cake. И вот мои советы, как вам необходимо поступить в начале, чтобы перестать сливать деньги и начать учиться. Те, кто хотят учиться, конечно же, они будут учиться. Вот что вам порекомендовать. Это первое, найти, если вот мы находимся, чтобы понятнее для вас было, вот допустим, вот здесь. Вот у нас есть некий, еще непонятно, да, где придет куда цена. Здесь у нас есть зона поддержки. Мы ее выделяем. Также я советую вам первое нарисовать либо канал, либо трендовую линию. У нас есть уже две такие точки, по которым мы можем провести нашу трендовую линию и понять, да, что на данный момент уже образуется нисходящее движение. Также вот у нас есть восходящее движение, по которой эта криптовалюта идет. И если мы пробьем вот это движение, восходящее вниз, то и мы окажемся ниже этой линии, то вероятнее всего это будет уже подтверждение, что у нас нисходящее движение. И мы можем себя проверить. Мы можем себя проверить таким образом. Сейчас еще я бы выделил вот этот уровень, к которому мы можем прийти и также оттолкнуться. Это у нас 15 минут. Нажимаем старт. И дальше смотрим. Вот у нас получается было пробитие вот этого уровня. Остановиться почему-то она не может. В общем, мы пробили уровень восходящего канала. И дальше пошло снижение. Здесь мы остановились, поскольку у нас были здесь некая зона поддержки. Все это 15 минут 1 бар. И у нас отсюда там, 2%. Да. То есть здесь мы вроде бы как пробили нисходящее движение криптовалюты, то есть нисходящий канал. И все равно дальше пошли вниз. Обращайте внимание на все мелочи, на объемы, где формировались объемы за вчерашний день, за позавчерашний день. Общий объем за все время, что у вас есть на экране. Здесь мы видим скопление покупок и продаж в этом уровне. Вот у нас выпирает, скажем так, больше всего покупок и продаж. Мы это все пробиваем и идем ниже. То есть вот эта линия, которую я тогда вам рисовал, если на дне посмотреть, она, кстати, очень большая получилась у нас. Но вот неоднократно мы приходили к этому уровню. Изначально торговались здесь, да, в районе 9.56. Даже выходили за этот уровень. Панические какие-то продажи были. Вот. На дне торгуется криптовалюта уже у нас дневной таймфрейм. Вот у нас глобальный нисходящий канал, да, мы упали на 45%. Где у нас ну, примерно так, да. Мы можем еще приходить тогда в эту зону с поддержки или нижней границы нисходящего канала. И важно нам прийти в зону верхней границы нисходящего канала и здесь сделать такую проторговку и дальше пробитие и выход вверх. То есть нету постоянного снижения криптовалюты. Как вы видите, допустим, здесь у нас тоже был нисходящий канал, вот некий, да. Вот он, мы касались раз, два, то есть мы бы уже нарисовали такое движение, мы бы нарисовали его вот в этом уровне. Ну, примерно, да. Здесь мы уже видим два касания, раз, два. Дальше у нас идет, получается, пробитие ложное. Здесь у нас объемы, большие объемы, да, покупок-продаж. Но изначально тогда было без этой истории. Вот примерно такая картина сейчас. Здесь у нас получается здесь скопление покупок и продаж. И здесь. То есть некий вот 17-20, да. Уровень сопротивления 17-20. То есть вот здесь вот мы и приходили несколько раз, потом уже появилась у нас вот эта история, несколько раз приходили к этому уровню и отталкивались от него. Здесь у нас есть
среднескользящая, получается, мы стали ниже нее торговаться, но все равно это был, получается, нисходящий канал, в котором мы пытались выйти третий раз, не вышли, был откат от этого уровня, и уже можно было бы, допустим, нарисовать вот таким образом. Здесь у нас было достаточно плотное скопление покупок и продаж, и можно было подумать, что цена может выйти вверх, но здесь пока мы ниже среднескользящий, поэтому нисходящий тренд. И в дальнейшем мы видим выход из зоны нисходящего канала, глобальный, да, но также продолжили свое движение в этом канале. То есть вот этот ложный пробой получается. Здесь у нас видим сопротивление и откат в зону нисходящего канала, нижней границы нисходящего канала. То есть такой глобальный у нас канал образовался. Теперь, получается, мы должны очень аккуратно выставлять тейки. Да? Я бы выставил, конечно же, тейки на споте от минимума до максимума, да, вот эти уровни. Потому что каждый отсюда тейк у нас минус 5, дальше идем, минус 14. Если это вот у нас получается вот этот уровень, да, если отсюда пойти до этого уровня, все равно минус 7. То есть большие, в принципе, потери были бы, но по-другому лучше зайти в криптовалюту. Для новичков будет сложно, да, найти такой золотой вход. Поэтому я бы выставил небольшие там суммы на покупку и частями их выкупал. Да, выкупал в этом нисходящем канале и потом ждал разворота. Дальше мы смотрим, да. Вот мы выставили, допустим, несколько тейков в этих уровнях. Нажимаем старт. Да. И мы приходим к тому, что пока мы без заработка, поскольку криптовалюта от этого уровня сейчас отскакивает, и на данный момент у нас стейки бы не сыграли, не сработали, но мы коснулись нисходящего канала, да, локального. Вот у нас образовался вот этот локальный, чтобы более понимать уровни отскока. И мы видим, что пока мы от него отскочили. Возможно, приход в таком случае либо к уровню там 11.55, вот у нас проторговка, да, либо возврат к этой зоне, да, 10, минус 15%. Но в любом случае у нас есть уровень там 14, 15, вот этот уровень, где мы, если мы к нему пойдем, мы отсюда можем, понятно, два варианта. А как и здесь, мы пойдем вниз на середину и потом пробитие канала и пойдем как раз на уровень 19.92. Вот. Плюс вы еще видите, что биткоин у нас пока еще в такой проторговке и нисходящего канала. Видим его вообще на сегодняшний момент очень штормит. Вот. Очень большая волатильность стала за вот это время. Но, опять-таки, вам ничего не грозит, если вы распланируете свою стратегию и торгуете не спеша. Вот таким образом я бы вам посоветовал анализировать графики, плюс добавлять какие-то индикаторы. Их очень много, их очень большое количество, и тут и FIB можно добавить, да, и разные там стратегии, волюмы, вот, объемы, да, покупок-продаж. Очень-очень много всего можно добавить. Да, и, кстати, еще что можно использовать. Вот мы знаем, да, нисходящий канал. Мы не знаем, где он может быть, там, где он остановится. Вот у нас была история, допустим, что вот он сейчас вышел в 26.50 и начинает свое падение. Мы можем натянуть сетку FIB от минимума до максимума. Вот таким образом. И посмотреть коррекцию. То есть вот мы пришли к зоне 2.0236. Здесь мы сделали отскок вверх. Далее пробитие этого уровня и приход к уровню. Даже пробили 0.385, и то есть сильные продажи у нас к 0.5. Да, здесь мы видим, что цена касалась этого уровня несколько раз, потом выходила вверх до уровня 0.236, дальше касалась к уровню 0.618, и дальше у нас идет опять отскок, проторговка в 0.5, да, и выход к 0.382. Ну и далее понятно, что у нас цена пришла к тому значению, от которого мы, в принципе, начинали. То есть вот эти уровни, они, как вы видите, на каждом из уровней есть какая-то остановка, ценовая остановка, да. Также мы можем посмотреть тренд.
Вот в этом случае мы также видим, мы остановились на уровне 0.5, потом его пробили. И в итоге, вообще по-хорошему, у нас цель должна быть где-то вот 1.618, это 36.50, да? Вот это наша цель должна быть глобальная. Ну и понятно, что вот у нас стейки. Там раз, два, три. Это если рассматривать не один день, а, допустим, месяц, может быть, больше, где цена должна прийти к этим значениям. Ну, вот таким образом, поверхностно можно проанализировать график. Потом уже обращать внимание и, понятно, и на покупки и продажи. Здесь у нас был импульс, да, большие покупки. Здесь у нас потом идут дальше уменьшение объемов, да, и продажи. То есть замечать каждый нюанс на графике, записывать его. Здесь у нас уже как бы продажи утихают. То есть если здесь мы видим очень большие продажи, и здесь уже начало продаж, да, вот этот период, когда цена падала, здесь у нас практически были в основном продажи. То понятно, после продаж, если цена криптовалюты слишком маленькая, начинают ее выкупать. И здесь уже будет период такой, будет период покупок, он как бы должен быть. Поэтому я ожидаю, что вот по кейк, да, мы должны все-таки выйти, может быть какая-то проторговка, выйти должны к уровню 0.14 по-любому, ну а дальше пойти на кейки, которые я указал. Вот понятно, что на каждом из уровней может быть проторговка, отскок, особенно когда на АТХ, как двойная вершина может быть, и опять какое-то движение вниз. Следите, смотрите, будьте внимательны. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.